Привет, друзья! Я рад вас приветствовать на своем канале, посвященному нумерологии и психологии. И тема сегодняшнего нашего выпуска очень интересная. Тема про нашу с вами совместимость. То есть, когда мы с кем-то знакомимся, то, естественно, нам интересно знать, насколько мы подходим друг к другу как таковые. И в этом нам с вами поможет нумерология имени. То есть, как мы будем делать расчет. Мы берем интересующее наше имя, фамилия девушки либо парня, записываем и вводим его цифровые данные. То есть каждой букве соответствует та и иная цифра. Об этом я уже рассказывала раньше, и табличку вы можете увидеть либо скачать в сообщениях, которые присутствуют на канале. После того, как мы записали весь цифровой ряд, соответствующий каждой букве, мы суммируем все цифры и приводим его к однозначному числу. То есть в данном случае у меня записаны пары это Иван и Елена. И при совместимости, то есть когда я сложил все цифры имени, фамилии этих двух людей, то у меня получилось в сумме 3. То есть, еще раз, сумма всех чисел имени, фамилии человека мы приводим к однозначному числу. То есть в данном случае у нас получилось 78. 78 вводим до однозначного числа, то есть 7 плюс 8 у нас получается 15. Это опять двузначное число. И 1 плюс 5 получается 6. И мы его записываем в строчке внизу. Затем второго партнера мы ввели все цифровые данные, и у нас в сумме получилось 168. Число 168 мы тоже редуцируем до однозначного числа. То есть в сумме у нас получилось тоже число 15. То есть единицу плюс 5 мы получаем число 6. И опять мы записываем его сюда. Далее мы суммируем числа 6 и 6, и мы получаем 12. Затем нам надо тоже редуцировать число 12 до однозначного числа. То есть мы суммируем число 1 и 2. В сумме у нас получается число 3. Итак, давайте будем смотреть по значениям, что означают данные числа. Итак, если у вас получилось, например, число 1, да, то есть число вашей пары получилось единица, то, как правило, это означает то, что вместе вы сила, и вы можете сконцентрировать все в своих руках, то есть даже немалую власть. Необходимо использовать данную власть мудро, и у вас есть возможность создать семью, которая будет основана на разумных началах, где будут главенствовать порядок и гармония во всем. А если же речь идет о деловых отношениях, то вы идеальный будете тандем руководителей, первых лиц фирмы, либо какой-нибудь организации. Также вместе вы можете генерировать супер замечательные идеи, представлять собой мысленный центр, который и обеспечивает успех всего дела в целом. А в практических делах тоже можете быть на высоте, если будете действовать сообща. Вы можете вместе делать и какую-то творческую работу, например, быть соавторами в литературе, искусстве и так далее. Также вы способны понимать друг друга с полуслова и поддерживать творческий огонь друг в друге. Для вас самое важное – это найти общение, идеи, выработать какое-то общее мировоззрение. И важно, чтобы никто никому не мешал и не навязывал своего мнения. Что еще тут? Для вас самое главное – это найти общие идеи и выработать общее какое-то начало и мировоззрение. Важно, чтобы никто никому не мешал. Также каждый из вас должен внести что-то общее в свой собственный потенциал и вклад. Если вы смотрите в одном направлении, то вам по плечу будут абсолютно любые вершины. Так, если у вас получилось число 2, то говорит о том, что вы будете крайне миролюбивая пара, где каждый готов понять друг друга, посочувствовать ему, а при необходимости пойти на уступки.
Также из вас могут получиться идеальные супруги, умеющие решать все проблемы абсолютно мирным путем. В вашей семье будет тепло и уют во всем. Также, если речь идет о деловом союзе, то вы хорошо сработаетесь, если будете работать на равных, когда никто из вас не является ни начальником, ни подчиненным. Каждый из вас способен в равной степени вкладываться в работу и делать ее с полной самоотдачей, не пытаясь присвоить себе больше бонусов и заслуг. Особенно хорошо вы можете проявить себя в других сферах, связанных с помощью людям, заботой о них, оказанием каких-то услуг. И самое главное для вас – это настроиться на сотрудничество и взаимопомощь. Трудиться во имя общего блага и не пытаться возвыситься над другим. То есть нужно делить все поровну, заботы, труды и блага. Слушайте друг друга, уважайте друг друга, и вы найдете много общих интересов, которые вас объединяют. 3. Вы яркая эмоциональная пара, настоящий звездный союз, который притягивает к себе все внимание окружающих. Вместе вы можете завоевать популярность, ведь всюду несете с собой праздник, радость и веселье. Между вами, возможно, очень сильная страстная любовь, порождающая целый фейерверк чувств. Что касается деловых отношений, то тут вы можете преуспеть абсолютно в любой публичной деятельности, особенно, например, в искусстве. Вы можете вместе вести какие-нибудь шоу, преподавать, организовывать праздники и так далее. То есть необходимо заниматься каким-то делом, где нужно быть всегда на виду. Ваши таланты удесерятся от того, что вы работаете вместе. Самое главное для вас не соперничать друг с другом, а работать на общее дело, а не на славу каждого в отдельности. Еще важно направить свою энергию в созидательное русло, не ссориться по пустякам, а творить любовь, нести радость себе и другим. Число 4 говорит о том, что вы можете образовать очень прочный и надежный деловой союз, способный упорно трудиться во имя общих целей. Но в этих отношениях практически нет места эмоциям и теплому общению по душам. Поэтому семейная пара вряд ли у вас сложится. Если только это не брак по расчету, заключенный из чисто деловых соображений. Вот только дефицит чувств, и только тогда нужно воплощать где-то в другом месте. Что же касается деловых отношений, то в делах у вас будет всегда идеальный порядок. Вы сможете сделать все точно, правильно, в срок и не допустите ни одной ошибки. Лучшие сферы будут это там, где требуется практичность, точный результат и есть ощутимый материальный результат. Это, скорее всего, не творческие области, а, возможно, какое-нибудь строительство, финансы, бизнес и так далее. Все, что от вас будет требоваться, это общие цели и интересы. Тогда вы будете действовать дружно, решительно, без колебаний и сможете трудиться практически без передышки. 5. Если у вас получилась 5, то вам скучно не будет однозначно. Но и стабильности тоже ждать не приходится. Спонтанность, непредсказуемость, неожиданные перемены и нескончаемые приключения – это девиз вашей пары. Традиционного брака, скорее всего, не получится, но могут быть очень яркие романтичные отношения. Если будет идти речь о деловом союзе, то у вас сложится отличный тандем в любом деле, где ситуация меняется каждую минуту и надо очень быстро принимать решения. Также удачно все, что связано с поездками, с частными переменами обстановки, поскольку вы пара крайне легкая на подъем и будете вдохновлять друг друга на это. Очень важно, чтобы вы нашли дело, которое увлекает вас обоих. Занимайтесь только тем, что любите, и то, что дарит вам яркие, неповторимые эмоции. Избегайте монотонности и однообразия. Также разнообразие во всем и обилие
новых впечатлений – это то, что вас удержит вместе. Число 6. Что можно сказать? Вы идеально подходите друг к другу в качестве семейной пары. В вашем доме будут всегда царить гармония, спокойствие и душевное тепло. Вы способны быть внимательны друг к другу. Ваши дети и все члены вашей семьи будут окружены вниманием и заботой. Что же касается деловых отношений, то вы можете хорошо сработаться друг с другом в сферах, связанных, где помощь нужна людям, заботой, воспитанием, преподаванием, а также, возможно, наведением порядка и обустройства быта. Но важно, чтобы работа не была связана с частой сменой обстановки, спешкой и суетой, большим количеством стрессов, потому что для вас крайне важно найти такое дело, в котором вы оба будете заниматься бескорыстно и даже не ожидая оплаты. То есть сблизить и сплотить вас могут совместные занятия благотворительностью. Дальше. 7. Ваш союз по преимуществу интеллектуальный. Если у вас есть общие темы для разговоров, и вы готовы обсуждать их бесконечно, если придерживаетесь одних и тех же взглядов, убеждений, то это может быть очень глубокая и плодотворная дружба. Для брака и романтических отношений вам будет не хватать страсти, эмоций, каких-то впечатлений, но не исключено, что взаимопонимание и общие интересы для вас окажутся важнее, и вы построите семью именно на этой основе. В деловом же плане вас может сблизить только такая работа, где требуется вдумчивость, внимательность, точность. Вы можете вместе заниматься наукой, искусством, философией, физикой, возможно, писать какие-то книги, вести семинары и так далее. То есть вы можете также выбрать работу, связанную с природой. Нужно только научиться смотреть на жизнь с юмором, подбадривать друг друга в минуту печали и сомнений. Найти занятия, которые радуют вас обоих, иначе будет опасность погрузиться в меланхолию. Число 8. Вместе вы можете преуспеть, так как у вас никогда не было и не получалось это поодиночке. То есть ваши объединенные таланты способны и привести вас к благоденствию. Вы способны генерировать и воплощать в жизнь блестящие идеи, начинать и доводить до совершенства любые проекты и процветать в материальном плане. Супружеские и романтические отношения вполне возможны, но строятся они на довольно совместной деятельности, общности целей и интересов. Успех принесет любой честный труд на благо людей. Это может быть бизнес, коммерция, либо гуманитарная социальная сфера, искусство, культура, психология, либо, может быть, юриспруденция. Вместе вы сможете помогать людям отстаивать свои и их права, заботиться о тех, кому нужна помощь, восстанавливать справедливость. Важно не делать деньги самой целью, не гнаться за прибылью любой ценой. Деньги пойдут и немалые, но только в том случае, если вы будете трудиться не за них, а за идею, следуя высоким нравственным принципам. 9. Вы можете сидеть не на одном месте и довольствоваться тем, что есть. Вы пара исследователей, первопроходцев и первооткрывателей. Поэтому на дом и на семью в привычном смысле слова у вас вряд ли найдется время. Но это может быть страстный и яркий союз людей, которые ежедневно сталкиваются с новым опытом, новыми впечатлениями, открытиями. Вместе вы можете преуспеть в любом деле, связанном с путешествиями, изучением жизни разных стран, народов, какими-то научными исследованиями в тех областях, где много неизученного и, возможно, какие-то новые открытия. Вы можете привлечь к себе абсолютно любую деятельность, где нужно что-то расследовать, что-то искать, проникать в какие-то тайны, разгадывать какие-то загадки. Возможно, это может быть какая-то археология, может быть связано что-то с древними раскопками, например.
И как вы не увлечены поисками истины были, также будьте внимательны друг к другу. И нужно заботиться друг о друге, и вместе необходимо решать накопившиеся проблемы. Если вам это видео понравилось, то напишите комментарий, какая попалась у вас цифра, и подписывайтесь на канал. Я буду рад новым подпискам, и до новых встреч в эфире.